Передний пружинно-гидравлический амортизатор скутера состоит из неподвижной, или как еще ее называют, несущей трубы, также скользящей или подвижной трубы. Шток, который прикручен к подвижной трубе болтом с медной шайбой. Шток представляет из себя стальную трубу с тарированными отверстиями. Сверху к штоку закреплен поршень. Снизу шток вставлен в конусный наконечник-проставку. Нижний поршень, завальцованный в нижней части неподвижной трубы. Клапан. Клапан состоит из двух частей. Наружная, ее перемещение ограничено внутренней проточкой неподвижной трубы. И внутренняя, запорная часть, выполнена в виде короны. Зазор между внутренним отверстием и штоком минимальный. Когда масло движется вверх, оно приподнимает клапан и протекает между вершинами короны и внутренним кольцевым зазором наружной части клапана. Когда же масло движется в обратном направлении, коронная шайба прижимается к нижнему поршню и тем самым перекрывая собой путь маслу. Отбойная пружина, основная пружина, сальник, стопорное кольцо, пыльник, пробка с уплотняющим резиновым кольцом. Рассмотрим более детально основной процесс работы амортизатора. Внутренние части амортизатора образуют условные три камеры. Пронумеруем их снизу вверх. 1, 2, 3. В состоянии покоя в нижней камере находится масло. Во время попадания переднего колеса скутера в неровность дорожного полотна, скользящая труба вместе со штоком начинает двигаться вверх, выполняя прямой ход. Амортизирующая пружина при этом сжимается. Масло из камеры 1 по кольцевому зазору между штоком и нижним поршнем открывает клапан и перетекает в полость 2. В конце прямого хода, за 22 мм до упора, отверстие нижнего поршня находит на конусную проставку штока. Кольцевой зазор между нижним поршнем и проставкой уменьшается. Давление масла в камере 1 значительно возрастает. Таким образом, масло, находясь в заблокированной камере 1, препятствует прямому соударению неподвижной и подвижной трубы, образуя нижний гидравлический буфер, другими словами отбойник. Начинается обратный ход. Под действием сжатой пружины и воздуха в камере 3 подвижная труба начинает движение вниз. В камере 2 начинает расти давление. Масло под давлением перекрывает обратный клапан и вытесняется из камеры 2 через две пары верхних симметричных отверстий в штоке. Благодаря определенному сечению отверстий процесс перетекания масла замедляет обратный ход подвижной трубы амортизатора. Масло медленно передавливается в камеру 1. Когда одна пара отверстий опускается ниже обратного клапана, сопротивление масла в камере 2 возрастает, что в паре с отбойной пружиной образует верхний буфер. В амортизаторах масло служит для гашения колебаний пружины. Если масла будет недостаточно, после каждой неровности на дороге пружина амортизатора будет раскачивать скутер. Если масло наоборот будет в избытке, то пружина не сможет и вовсе сжиматься, передавая все удары от колеса на руль и раму скутера. Для данного амортизатора под 10-е колесо скутера в мануале было указано 85 мл масла, но на практике оказалось маловато. Методом пробы удалось остановиться на оптимальном объеме масла 120 мл на один амортизатор. У вас же может быть другой объем. На этом все, спасибо, что смотрели, до новых видео.